Так, ну что, друзья, настал ответственный момент. Я захватил канал Костика. Но на самом деле, можно сказать, что я выполняю важную Не захватил, а функцию. приобрел. Поздравляю. Спасибо. Собственно, такие Спасибо. вещи стоят недешево. Неплохо вложился. Да, но взамен пришлось оставить чужой проект. Чужой наш, оплаченный Тинькофф банком, как мы все любим. То есть тут все вот так намешано. Все нормально, все красиво. И в итоге ты оказываешься здесь у нас в Санкт-Петербурге с уже сделанным автомобилем. Уже готовым автомобилем. Да, который я честно видел только мельком, вблизи не смотрел, не знаю, что с ним. Мне только рассказывали, что там салон. Серьезно? Не видел, не смотрел. Специально. Кто рассказал про салон? Вот эти. И главное, я так рассчитывал, когда я узнал, что Жекич положил 200 рублей в бардачок, я такой сразу: так мы их достанем и на них еще закорочуем. Потом такой: а ты видел, что Паша сделал? Нет, он достал 200 рублей. Такой: черт, сорвалось, это мои бабки. Мне куча людей предлагала, типа, Паш, положи свои 200 тысяч, будет еще плюс 400. А если бы академик положил 200, то было бы 600. Итого... Но потом я узнал, что если бы я их не забрал, то денег бы все равно бы не было. Да, вот шансов у них не было. Блогеры, они раздербанят все, что только есть в машине. Да. Но... Ну давай, ответственный момент, передаю тебе автомобиль. Мы расчехлили даже брелок, убрали вот этот целлофан. А я вторые ключи себе заранее оставлял. У меня была идея приехать в Москву и уехать на машине, пока вы их делаете, да. Потому что она оформлена на меня. Ты можешь сейчас уехать, она без тормозов, ребят, пожалуйста. Да, пока что. Мы объясним все позже. Значит, что мы имеем на данный момент? Значит, насколько я понимаю, это винил. Да, это матовый. винил. У нас не хватило денег просто на полиуретан. На нормальную пленку, да? Антихром. Антихром, диски, пленка, и убрали все логотипы и затонировали все, что не смогли Затонировали логотип спереди, вот это у меня вопрос. Да, затонировали. Просто он был слишком хромовый, да? Но он был слишком хюндайевский, а мы его сделали прям... Создает эффект радара, как будто здесь, знаешь, да, как вот этот, как у Мерседеса, вот у них тоже звездочка, это такая под стеклом есть. И вот это, конечно, интересно. Надо было затонировать еще камеры. Блин, ну не догадались. Но у тебя еще есть время. Да, сейчас мы это сделаем. У меня есть время и фломастер. И еще мы сделали, видишь, плавный переход из антихрома сюда в ДРЛ, эта же штука горит. Да. Мы сделали здесь пленку, которая градиентом, и она затемняет хром, но здесь остается ДРЛ, это светит. Сзади больше черного, то есть Москва. Больше черного, Сонаты нет, 2,5 литра Точно. нет, АБС, теперь там, все вот же это вот слепое, все без шильдиков, теперь все модно прямо, никто не узнает, что здесь 5.0. Да. Вот салон это топ прям. Одобряешь, да? Это лучше. Жекич, твои деньги пошли не напрасно, видишь, даже... И он в ромбик какой из класса, прямо. Вот. Ух, или BMW, или S что-то. На чем вдохновлялись? Майбах. Майбах? Угадал. Это ребята, которые делают Мерседесы, Майбахи и все остальное. Это Ты должен был сейчас сказать: круто. блин, да это лучше, чем у меня. Это лучше, чем у меня, да. Я тебе сразу ребят. могу сказать. Да вообще без проблем. Или ты это говорил еще до того, как салон сделали? Нет. О, смотри, мне нравится, когда, знаешь, когда машина сделана и в комплекте, лежат там саморезы вот на Пистоны, полу да? оставшиеся. Ну это уже твои парни, да. То есть сразу Это есть. подарок, это Есть чем разобрать. Причем она, видишь, дорогая, с Да, внутренней да, вот этой да. спипочкой торкс. Слушай, ну это очень похоже на настоящую кожу. Это тебе не эко, ничто, ничего Да. там. Она еще только, знаешь, за неделю до нас она еще бегала, так что, конечно, настоящая. Да? По Москве, опять же? Вы все-таки бахнули шаурмичную? Слушай, ну теперь прям ощущение, я сижу вот в этом вот коньячная кожа, да? Типа как? Сейчас еще, подожди. Или как она официально называется? Она, типа коньячной, да. Типа коньячная кожа, мониторы. Я могу отодвинуть это вперед. Есть еще один штришок, Смотри. чтобы ты почувствовал себя Что уже там точно в багажнике Майбахе. достается? Надеюсь, не АКМ. Так. Подушечки Смотри. на подголовнике. Гениальные подушки. Воу! И они съемные. Зачем? Чтобы их не воровали пассажиры. Ты если забрал там- себе просто в рейндж это все. Понятно. то есть их было больше, я понял. Вот это, Закрепи вот там. это прям качество, да. Смотри, Паш, я не хочу казаться занудой, но, во-первых, это кверх ногами. Блин, видно сразу. Это была проверка. Что-то. Да, это пранк. Во-вторых, это делается вот так. Во-вторых, этот торкс не просто так лежит Да, там, да? естественно. Это вот так еще теперь откладывается. Да. И смотри. А? Не, это 5 звездочек сразу. Ну вот это прям... Да, вот это прям стилек, ребят, Давай, я закройте еду. дверь. Вот, еще я могу вот так подняться. Ну ты смотри, это же лошкире вообще полностью. Полностью лошкире. Это настраивается. Ёптель ты моптель, точно, я же сам это забыл.
мы не срывали еще даже вот все вот эти вот полиэтиленочки. Слушай, я не стал срывать, я хотел, конечно. Это вот надо победителю оставить, Да, чтобы да, вот кайфанул. чтобы он прям распаковку мог Кайфанул человек, да. снять. Кайфанул, чтобы. Красота, что я могу сказать? Ну, одобряешь московский стиль? Очень нарядно, да, очень нарядно. Опа. Это Но вот, это уже не наша работа. это просто, Это уже твоя тема. Это просто космос, это моя тема, да. Не, ну это когда там теща, дети садятся, они, знаешь, они так вот, они просто прикрывают. Нет, я тебе скажу, как Вот. обычно садятся. Во-первых, это вот так всегда начинается сразу борьба с доводчиком, и все, он теперь нет кого. Во-вторых, они садятся вот Она без тормозов, ты видела? из задней. Она поехала. Да, а потом, нет, и самое главное, когда они вот так открыли, и вот она же не закрылась, надо сразу. Так обычно садятся теща, дети. Да, это я знаю. Ну, То есть без борьбы с доводчиком, и потом они открыли, они поняли, что все в порядке, и вот теперь можно ехать. Вот это да, Паша! слушай, Вы это, смогли? это подписчики писали Это и мне, есть что та нужно самая сделать. автоматическая ароматизация? Да, это она и есть. Вот Мы это да! модернизировали. Вот это круто! Вот на что ушли 190. Да. И десятка на винил. Да, кстати, как все это делалось на самом деле, ну серьезно, да? Как все это делалось, все подробности и прочее по приобретению вот этого нового уникального облика автомобиля, салона, вы можете посмотреть на канале у Павла Блюденова. Да, Костя даже знает, как меня зовут. Но Уже пока что неплохо. память Уже еще есть. неплохо. Мне Не, ну пока канал сзади как бы- люди с плакатами стоят там. Не забудь, Суфлер, да, не там, забудь. Да, режиссер да, говорит, да, там, да. давай. Павел Блюденов, Павел Блюденов, да. То есть она вроде как и спокойная гражданская, и при этом 100% выделяется из потока. Сейчас расскажем про то, почему мы на ней поехать сейчас не сможем. Но это уже наши заморочки. Но два момента. Значит, Да. доводчики устанавливались уже... Подожди, я даже не здоровался еще ни с кем. Здравствуйте, Дмитрий, Здравствуйте, компания БГТ Дмитрий, СПБ, да. извините, да, как-то ну, Вообще, некрасиво. ну как-то некрасиво в кадре. Все время сорян. просто человек какой-то появляется, начинает Да. говорить. Да. Тебя же никто не знает. Вообще. Ты же у нас в каждом видео. Откуда? Откуда, действительно? Что у нас? У нас произошли еще небольшие изменения по этой машине. Правильно? У нас Доводчики. появились доводчики. Доводчики ставились уже компанией БГТ в Москве. Да, ставились компании БГТ, потому что мы чуть-чуть передавали машину, чтобы все могли чуть-чуть поучаствовать в ней. Пока она там была. Да, И я пока за это она- даже не платил. Нет. Впервые. То есть ребята просто взяли и поставили. Да. Это, грубо говоря, подарок от компании Да. БГТ. Все верно. Это подарок от компании БГТ. Теперь в этих дверях, причем, кстати, самое что интересно, посмотрите, здесь не внесены никакие изменения в этот замок, нету никаких штырей полностью, то есть полностью доработанный замок, который офигенно работает. Это вот, это круто. То есть никакого ничего, оп, и оп, Оп. и оп, и прямо вот. Ну, я скажу, что это первая соната, которая в мире доработана Ну, доводчиком. да, что уж в этой вселенной тогда. Да. Перед зад, соответственно, очень прикольно. И у нас и есть еще помимо этого комплимент от заведения уже БГТ СПБ. Да. Значит, это кастомная табличка, Да. которая означает тормозов нет. И Тормозов это не нет. пранк. То Да. есть, если сейчас посмотреть на колеса, то тормозов действительно нету. Их вообще нету. Ну, как бы есть тормозной диск, а Самое, суппортов что нет. интересно, у нас была самая главная задача сделать это максимально быстро, приобрести еще какой-то стиль. Мы решили сделать, добавить вот в эту черную вишенку чуть-чуть красненького. Красного, вот чтобы Красного, прямо прям бешеный чтобы был. Все-таки было, да. максимальный же мотор. Максимальный, да. Комплектация это максимальная. Естественно, значит, да, максимальные суппорта. Да, и помимо этого мы еще, конечно, уберем хромированные элементы, которые тоже, наверное, лишние чуть-чуть. Ну, И я, опять же, за это не платил. и ты, опять же, за это не платил. То есть компания БГТ и БГТ СПБ просто фонтанируют подарками Вот так. в этой серии. Вот То есть так, этого да. всего уже быть не должно. Это вне прямо Конкуренция. бюджет, конкуренция, я понимаю. Да. Мы делаем, потому что если не мы, то Никто. все. У нас Надо, буквально надо показать телефон. табло- Давай вообще, покажем да, телефон. это Погоди. Это вот просто разрыв. То есть теперь в комплекте с машиной идет, казалось бы, телефон. Обычный iPhone 6 на 12 прошивке. Это стандартные совершенно вот iPhone. Они теперь выглядят так, если кто не знал. Ну правильно, вы как пользователи Android можете стебаться над... А он может разогреться настолько, чтобы я мог вот так делать эти, как 65, у... 65 градусов, если так он То есть, в греется. принципе, можно вот барбекю. Ну, да. Его просто перевернул и на нем жаришь сосиски, Да, если что. да, Да, шкварчит тут все. Очень удобно. Это сделано, чтобы... Не перегрелся, потому что телефон джейлбрейкнутый, как бы, да, здесь и Apple CarPlay стоит, Android Auto, и чтобы у вас был
реально навигатор Яндекс, реально YouTube, телевидение, все было не разблочено, ставится вот такой вот телефон. И выглядит это все примерно вот так, чтобы ни острых уголков. Видишь, не было, всё? никто не поцарапался. Да, 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 напильником прямо драчевым, с любовью все это было обточено. Гениально, просто гениально. Вот, смотри, отсюда. Давай первое ощущение. Можно все говорить. Все согласно. Прям так сказать. Не, ну отсюда, короче, как будто эта машина просто где-то на строительном рынке, где-то у какого-нибудь Ахпарджана как бы есть бабки, он продал где-то какую-то краску или утеплитель, нормально поднялся и утаил от жены чуть денег и на эти бабки поклеился. Причем поклеился непонятно. Ты ему уже до этого сразу рассказал концепцию, Дим? Нет. Откуда ты знаешь? Она мне прям говорит, а мне Bluetooth сейчас посылает. Вот ты прям человек, который, ну, видел салоны, да? Вот открой, вот просто скажи авторитетно. Потому что мне очень понравилось. Все, дубль, скорее, все, режь, пока не началось. Кто клеил? Бруклинс? Да. В Москве? Московские, да, соотечественники. Не дай. Понял, да, как заходить правильно? В случае чего сразу, оп, ваши. Все, вопросов нет. Двери тяжелые, так должно быть? А шумка? Чё? Да. Она ж не Так там песком засыпали, все прям, Куда на. она поедет, блядь, если у нее дверь тяжелее, чем у А до этого прям ехала, думаешь, да? не Соната прям, ох, как встали прямо, да? Мотором-то она прям... Послушайте, Да. я это сделали. Чтобы ж тихо было. Да ты дверь понимаешь, что она тяжелее, Да. блядь, чем у тебя? Так ну ты рама, ты чувствуешь, Да раздувается? подожди, у вас в вашем понимании чувак, который будет ездить на этой машине, он типа хочет надежность, хочет быть неприметным, типа бандит какой-то, да? Да. И при этом он должен быть, блядь, здоровым, потому что дверь он откроет. Она твоя, ты чувствуешь это? Вот мы из тебя рисовали портрет покупателя. Смотри, ну. Да-да-да. Давай, вот сейчас просто очень интересно, ну. Атмосфера 2,5, 180, наверное, сил. Заводится. Серьезно, прям сейчас можем поехать. Не ожидал? Я тоже. Все, едем. Все, нам капсда. Сейчас столб, короче, дым. А он и не будет выезжать. Тихо, он же без номеров. Зачем беспредельник? Все, ей хана. Его в том море. Да, просто уберите в салон. Пора помыться, да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вода из трубы фигачит. Я катался на Toyota Camry за 2,5 миллиона рублей. Так, вот это примерно столько же получается. Ну, грубо говоря, после наших скидок. Я бы вот эту Угу. Вот мы все это мы говорим. сказали В одно один голос слово. прямо. Что вот это лучше, Да. вот честно. С первой серии прям. Слушай, а вот бюджет есть такой? Ну, то есть вот не 2 там, а чуть попроще там. Такая. Эта машина в плане, она от 1,3 начинается. Ну, только там половины, конечно, этого да. не будет. То есть Но там, всё равно нормально. да, как вот эклерчик и Мне кажется, нагибайся. для ребят, которые, знаешь, там денежку собирали потом и кровью, для них вообще нормально. Она симпотно выглядит, да? Да. Если даже мы про такси говорим, она тебе дает шанс уже сразу не в экономии, а вот повыше там быть. Ну, по крайней мере, здесь в Питере, в Москве не знаю так. Знаешь что? Это перегонная пленка специальная. Ты когда ее выигрываешь здесь, гонишь в регион, а потом сразу сдираешь, и у тебя получается новая тачка. Да. И А? всё. Да. Это упаковочный. Да, это просто, да. Спасибо тебе огромное, на самом деле, за мнение. Да, спасибо Прямо за вот- машину. Спасибо, ребят. Да, Ребят, не я жалко, спасибо. не жалко. Прям Спасибо. выиграл честно. Всё, Честно. Честно победил. Карточка у тебя есть, мы Да, знаем ребят, у меня точно. есть карточка там. Проездной, да. Давай уже полный. Поздравляем нового победителя. Как вы видите, все было абсолютно по-честному, все было при вас. Мы могли ее не отдавать. Мы могли ее не отдавать, тогда бы видео не вышло, так что поздравляем. Прямо от души. Это вот, Этого победителя ноунейм. да, прифотошоп логотип Тинькофф, потому что уезжает.
Что ж, как вы понимаете, сколько людей, столько и мнений. Кому-то нравится одно, кому-то другое. По поводу матового цвета я сам лично до сих пор, вот когда да, когда нет. Спереди что-то вот сейчас вот матовое не очень. Но когда она стояла там вот, и мы подходили с Эриком к ней вот сзади, и она такая издалека черная, она даже чем-то мне напомнила, знаете, как часто в фильмах делают полицейские тачки, когда она такая суровая, матовая, стоит прямо, только стопы у нее красные есть. В общем, что-то в этом есть. В эту машину суммарно вложено 600 тысяч рублей, получается. Была очень интересная фишка, которую высказала Паша, и сказала, что если бы все вкладывали каждый раз деньги, если бы никто не вкладывал в эту машину тюнинг, а каждый бы из нас просто взял и положил бардачок по 200 тысяч. И победитель взял бы машину и еще 600 тысяч в комплекте. Вот тогда это был бы, наверное, супер выигрыш. Но дело в том, что все мы люди из автотематики, и мы не можем взять и позволить этой машине существовать в стоке. Нужно обязательно, чтобы она претерпевала какие-то изменения. Когда у тебя на руках деньги, ты сразу их несешь в ателье и хочешь, чтобы с этой машиной стало что-то интересное. То есть изменений такое количество, что я думаю, что человек, который ее возьмет, и потом однажды, если вдруг он после своей машины встретит обычную Сонату и сядет в нее, он вообще не поймет, что произошло, потому что это будут радикально разные Сонаты. Справедливости ради сказать, что мало кто вообще способен вложить в машину такие деньги. При стоимости машины 2 миллиона отдать 30% ее цены на тюнинг – это, наверное, безумие. Поэтому она такая точно одна, и вряд ли кто-то еще проделает с ней примерно такие же манипуляции. Никто не будет делать шумку за 150, за 200 тысяч рублей. Никто не будет тянуть салон этот кожаный, который по себестоимости действительно может выйти до миллиона. Никто не будет ставить систему ароматизации, автоматических бардачок и так далее. Ребята, это абсолютно дикая вещь. И я считаю, вполне заслуженно она должна достаться одному из вас. Вы все прекрасно знаете, что она участвует в розыгрыше от Тинькофф банка, и условия на этот розыгрыш весьма просты. Конкурс, как вы знаете, у нас идет уже с 1 июня, и за это время уже 500 человек выиграли карт-холдеры ручной работы. 10 человек выиграли по полтонны топлива, а одному счастливчику даже повезло, и он выиграл полный комплекс детейлинг-услуг в Brooksland детейлинге. Но, тем не менее, сама Соната еще не разыграна, и итоги этого конкурса мы поведем через 10 дней. 23 июля в прямом эфире я лично определю, кому же отойдет эта тачка. Напомню вам, как же все-таки ее заполучить. Все, что для этого нужно, это карточка Тинькофф банка. Если она у вас уже есть, переходите по ссылочке в описании, выполняйте инструкции, и вы в игре. Если карточки у вас еще нет, ее можно заказать, и в течение пары дней курьер привезет ее, а может даже и в этот же день курьер привезет ее вам. Так что времени еще достаточно, спешите, каждый может принять участие. Поскольку машина уникальная, и таких в мире больше нет, и действительно в нее вбухана куча денег, это действительно хороший вариант. Напоминаю, что победителя мы привезем сюда, в Питер, за свой счет, оплатим ему топливо, проживание, полный бак будет с этой машиной, заплатим налог на выигрыш, никаких денег от вас не понадобится. Более того, к этой машине будет идти ОСАГО и даже каска. На этой машине можно будет полностью без забот ездить весь период гарантии, потому что чинить ее вам также не придется. Она же новая, на нее действует дилерская гарантия, и мы не нарушали ее условия. Все эти изменения в конструкцию никак не ведут к слету ни с чего. В крайнем случае можно откатиться назад элементарно. Так что, ребята, тема просто топовая. Напоминаю также, что карточка Тинькофф Драйв, которая дает вам право участия в этом конкурсе, также дает вам массу приколов. Это 10% кэшбэк на все покупки на АЗС. 5% вы получаете кэшбэк на любые автоуслуги, то есть это сервис штрафа, парковки, автосервисы, и 1% кэшбэка вообще со всех покупок. Так что карточка действительно разработана для автолюбителей, и пользоваться ей очень удобно. Оформить вы ее, естественно, можете также по ссылочкам в описании, и плюс добавок, если еще повезет, то и выиграете автомобиль. В общем, спасибо вам огромное, что смотрели все эти конкурсы. Спасибо всем сегодня блогерам, кто здесь участвовал, кто высказал свое мнение. Спасибо Дмитрию из компании БГТ. Отдельное спасибо БГТ СПБ, Дмитрий. Да. И еще есть БГТ в Москве, кто нам подарил, по сути... Не, ну давай уже тогда всех упомянем. У нас есть еще Бруклинс. А1. БГТ Москва, БГТ Воркшоп. Евгений Дубровский как спонсор беспредела, деньги которого были раздербанены, к сожалению, не нами, жалко. Паша Блюденова. Павел Блюденов, естественно. Эрику Давидовичу за авторитетное мнение. И Дмитрию, да, опять же, еще раз. Участвовал. Да, пара парням, кто красил Супер
суппорта. Wallbreak Performance. Да, Кстати, мы с ними уже в следующей серии. В следующей Конечно. серии мы уже с ними же будем. Вот, да, вот, вот. ВБП тема. Об этом, поэтому как бы все поработали над этой машиной, и всем огромное спасибо. И тот счастливчик, который ее выиграет, будет просто доволен, Это рад. впервые настолько масштабный, настолько дорогой Ой. и настолько качественный. Качество. Качественный проект, да. И iPhone в подарок. Еще и iPhone. Между еще прочим, и iPhone который в подарок. бардачке С лежит. сим-картой, Да. и оплаченной С радиатором. сим-картой, которой хватит примерно на год. А радиатор приклеен поксиполом к айфону или чем? Стекольным герметиком. Стекольным герметиком. Теплопроводимым. Просто идеально. Да. Спасибо вам всем еще раз. Удачи и пока.